Всех приветствую на своем канале. Бытует мнение, что Linux абсолютно неуязвим. Это не совсем так. И на примере Linux Mint 22.3 Cinnamon мы рассмотрим 5 шагов к тому Linux, где вы действительно будете себя чувствовать в сети, как за каменной стеной. Нужно именно сделать эти 5 шагов. И первый шаг — это у нас первое правило безопасности – это возможность все исправить. В Mint есть TimeShift, это бэкап. Это, так сказать, наша машина времени. Сейчас мы ее откроем. TimeShift, вот он. И все просто. Мы создаем бэкапы перед тем, как что-либо делать. Перед серьезными изменениями в системе. Просто нажимаем «Создать». И около минуты, если на более-менее среднестатистическом ноутбуке или компьютере, десктопе, то TimeShift создаст копию, буквально там за минуту-две. На старом, может быть, каком-то аппарате, может займет чуть-чуть больше. Сейчас посмотрим примерно, сколько у нас займет. Вроде около минуты у меня занимало это все дело. Если что-то пойдет не так, откат займет всего пару минут. И не забываем, в принципе, старые бэкапы удалять, потому что они занимают довольно-таки много места. Допустим, этот можно удалить. Да. Чтобы у вас не накапливалось их, рекомендую оставлять парочку. Больше, я думаю, не нужно. Я когда-то смотрел, по-моему, там в одном из видео даже показывал по TimeShift, там от 2 до 6 гигабайт занимает копия. Так, хорошо. Второй шаг – это межсетевой экран. Это так называется Firewall в Linux Mint. Сейчас его откроем. Мы пишем в поиске межсетевой экран. На русский перейдем. Вот он, настройка межсетевого экрана. По умолчанию, когда вы устанавливаете систему, он отключен. У меня здесь уже вот он включен, статус, вот эта вот галочка. Сейчас мы вернем как было. Вот я нажму курсором, левой кнопочкой, вот так он был выключен. Но мы его включаем. Больше, в принципе, ничего делать не надо. Он сам сделает свою работу. Идем дальше. Это у нас Firewall для защиты в общественных сетях или от скрытых процессов. Его стоит все-таки включить. Шаг третий. Обновление в Linux – это не просто декор. Это процесс целый. Безопасность – это такая штука, которая сегодня есть, а завтра ее нету. Хакеры находят дыры, разработчики их латают. Если вы не обновляетесь, вы открыты. Вот у меня в правом нижнем углу вот такой вот есть щиточек. Вот мы нажимаем. Доступно 3 обновления. Вот всплыло.
если видно. Нажимаем. И просто установить обновление. Но мы сейчас не будем устанавливать, это займет пару минут. Мы сейчас покажем, как настроить. Вот, правка настройки. Мы в меню можем менеджер обновления найти и здесь через поиск. Вот сюда вводим менеджер обновлений. Вот у нас выскакивает менеджер обновлений, чтобы быстро его найти, показывают. Так, в настройках можно поставить все три пункта: обновлять список обновлений автоматически, показывать значок в области уведомлений только при наличии обновлений или ошибок, и закрыть менеджер после установки обновлений. Я поставил две первых, я люблю это делать вручную. То есть, почему, если я включаю компьютер и мне срочно нужно что-то сделать, а он начнет автоматически обновляться, ну, я так не пробовал, возможно, он будет чем-то мне мешать обновлениями, возможно и нет. Я не пробовал, поэтому я делаю это вручную. Допустим, на Windows у меня это мешает работе, поэтому как бы я здесь поставил вручную. И у меня уведомление в правой нижней части трея есть, мне видно это, поэтому меня это не напрягает. Так, хорошо, идем дальше. Обновимся потом, дабы не задерживать ни вас, ни меня. Шаг 4. Антивирус. Я поставил антивирус ClaimTK. Сейчас открою его. Английский. Claim. Так, стоп. Секунду. ClaimTK. Вот он у нас. Мы его можем закачать в менеджере приложений. Вот так он это самое выглядит. Для чего? Вообще он нужен на Linux или нет? Для самой системы в принципе почти нет. Но мы постоянно пересылаем же файлы друзьям на Windows или на свой другой компьютер, на рабочий можете какой-нибудь файл отправлять. Поэтому именно для этого, чтобы не стать переносчиком какой-нибудь заразы, мы устанавливаем ClaimTK. Это простой сканер, и вы проверяете там, я не знаю, с какой периодичностью, ну, допустим, какой-либо файл вы закачали себе или с интернета, или который собираетесь передать на компьютер Windows, мы его просто нажмем там проверить файл, выбираем там файл какой-нибудь и проверяем. Вот, собственно говоря, для этого у нас и есть этот антивирусник, не более для чего, потому что на самой системе он в принципе не нужен. Так, шаг 5 у нас последний. Пароль. Ваш главный пароль — это ключ от всех дверей, поэтому никогда не делайте его простым. В Linux ничего важного не произойдет без вашего подтверждения через sudo. Читайте, что запрашивает система, прежде чем вводить пароль. Это 90% вашей безопасности. Ну, итого Linux Mint одна из самых безопасных систем из коробки. Допустим, у меня будет еще видео по безопасности Debian 12, там немного все сложнее. Мы просто вот в данном случае просто добавили ей несколько уровней защиты. Или даже добавили или включили. Теперь ваш компьютер — это крепкий.